Часто наши видеообзоры заканчиваются фразой «какой инструмент подойдет именно вам, решаете только вы». А что если этот выбор будет сразу на одной платформе? Видимо, так подумали во Flora AI и сделали. Этот инструмент включает в себя решения для работы с текстами, изображениями и видео, причем в виде интеллектуального холста, цепочки действий и с возможностью плотно потестить в бесплатном режиме. Flora AI вышла в конце февраля этого года. Это платформа для создания контента с помощью искусственного интеллекта. Принципиальное отличие – она объединяет текстовые, графические и видеомодели в одном инструменте. При этом сделано это довольно удобно и стильно. Здесь вы сможете очень комфортно поработать с нейронками, которые уже знаете. Причем в бесплатной подписке возможностей будет в некоторых случаях даже больше, чем на сайтах производителей. На главной странице в разделе Docs есть подробные статьи о том, как пользоваться функциями Flora. Здесь все можно внимательно изучить, прежде чем начать работу. Регистрация потребуется, но не займет много времени. Анкета с парой вопросов, подсказки по работе, и вот вы на главной странице. Здесь можно посмотреть уже созданные другими пользователями проекты, изучить их, как минимум, чтобы понять, как тут все устроено. И когда видишь как, то неизбежно возникают ассоциации с Comfy UI, как минимум визуально. Блочная схема со связями между ними. Можно строить цепочки действий, возвращаться к ним и менять алгоритмы. Самый простой пример — это очень удобно, потому что не надо переключаться между вкладками в браузере, когда пишешь промпт в ChatGPT и вставляешь в генератор. Давайте попробуем на примере нового проекта. В бесплатной подписке их количество ограничено. У меня получилось создать 3. Главный холст. Вверху можно управлять своими проектами, создавать новые или удалять текущие. В левой части экрана основная панель инструментов. И база — это 3 блока для работы. Текст, изображение и видео. На них потом остановимся подробнее. Можно сохранять свои загруженные медиафайлы, но это для платных подписок. Контролировать историю своих действий. Обращаться к готовым проектам, например, для вдохновения, и выбирать стили визуализации. Это пригодится при создании изображений. Теперь подробнее по блокам. Текст. Здесь есть уже вшитые команды. Писать, комбинировать идеи, задать вопросы к загруженному изображению, генерировать видео по тексту. А можно писать запросы в свободной форме, потому что в базе привычные модели, которые, кстати, можно выбрать. ChatGPT 4o Mini, Claude 3 и Gemini 2.0 Flash. Обратите внимание, система максимально прозрачна, рядом с моделью указана стоимость одной генерации и примерное время, которое она займет. Так будет в каждом блоке. Можно контролировать свои расходы. Кроме того, в каждом блоке можно задать количество генераций. Изображение. Также есть вшитые промпты, включая работу с загруженными файлами и преобразование изображения в видео. И текстовый промпт, само собой. Здесь уже больше доступных моделей. Несколько Flux и Stable Diffusion в наличии. Плюс дополнительные настройки. Соотношение сторон, готовые стили, ну и настройки в правом углу, которые зависят от выбранной модели. Видео. Тут видим привычные вшитые промпты и обширный выбор моделей. Вот здесь стоимость генерации и время на нее существенно отличаются. Тщательно изучайте, прежде чем принять решение, потому что 1000 кредитов — это прям много. В этом обзоре я не хотел бы акцентировать внимание на работе самих моделей. Это вы можете потестить сами. Интересно посмотреть рабочий процесс Flora AI. Поэтому начнем с базы. Добавляем текстовый блок. Можно, кстати, двойным щелчком на холсте. Попросим ChatGPT предложить нам идеи для генерации изображений. Что можно сделать дальше? Жмем на плюс и создаем связанный текстовый блок. Допустим, понравилась первая идея, пусть на ее основе и распишет нам промпт. То есть мы вычленили из первого блока идею и дальше расписываем ее, а оригинал сохраняется. Некоторые модели генерации изображений криво работают с русским языком, поэтому прямо тут, в следующем блоке, и переведем. Отлично, теперь создадим изображение. Промпт уже есть в блоке по умолчанию. Нам же нужно выбрать модели и дополнительные настройки. Помним про стоимость и время. Ну, получилось, что просили. Концентрируемся на работе Flora, а не моделей. В итоге у нас получилась вот такая цепочка, и мы можем начать новую из любой точки. Менять промпты, модели, менять задачи. Давайте вернемся к исходному результату и быстро попробуем сгенерировать каждую идею, чтобы потом продолжить цепочку. Жмем на плюс и помещаем блок в пространство. Также просим расписать идею, но уже номер 2. Он легко ее возьмет из текста. Переведем на английский и попросим создать изображение, только уже в Stable Diffusion.
Полученные результаты, чтобы рассмотреть, можно развернуть во весь экран. И теперь третья предложенная идея. Получается, очень удобно можно работать с исходным результатом генерации текста, не копировать, не запоминать, а вот так по цепочкам строить весь процесс. Холст всегда можно масштабировать, чтобы перемещаться между блоками. Удалять их, кстати, легко, кликаем правой кнопкой, стираем. А еще можно дублировать и переименовать. Теперь идем к первому изображению. Мы можем указать число генераций уже на готовом результате. Просто жмем, выбираем 2 и готово. То же, но другое. Второе изображение попробуем немного изменить. Продолжаем цепочку, выбираем блок изображения. Тут можно написать свой собственный промпт, я оставлю то, что он сам предлагает. Сама картинка сохранена, но добавлены некоторые нюансы, которые, повторюсь, зависят от выбранной модели. Третье изображение давайте превратим в видео. Пишем промпт, и его можно улучшить, не покидая блока. Жмем команду в верхней панели. На качество не смотрите, потому что буду экономить кредиты и выберу самую дешевую модель. 25 кредитов – то, что нужно. Качество на максимум. В некоторых моделях можно задать продолжительность до 10 секунд. Видео готово, все результаты, конечно же, можно скачать. Кнопка в панели над блоком. Ну и в завершении еще пара функций в отрыве от логики созданных цепочек. Например, давайте загрузим свое изображение. Создаем блок, жмем «Загрузить». Теперь следующий блок — текстовый. Пусть опишет, что там изображено. Ну, не обманул. А теперь блок изображений, и давайте поменяем цвет футболки. Задача выполнена, качество не буду обсуждать. Я сам выбрал экономить на моделях. Еще интересная функция, которую предлагает блок для генерации изображений — совместить несколько картинок в одном видео. Не хочу со стандартными, поэтому прикрепим к блоку то, что было создано в проекте, а эти удалим. Модель тоже подешевле, и смотрим результат. А теперь создадим видеоблок и добавим свое видео. В него также можно внести правки. Продолжаем цепочку видео и давайте, например, добавим немного снега. Работает. И уже точно в завершении. Еще одно принципиальное отличие Флора, которое напомнила уже Figma. Своим проектом можно делиться для совместной работы. Жмем кнопку в правом верхнем углу. Есть две возможности. Поделиться им в сообществе, чтобы его видели, или скопировать ссылку и отправить. Вы всегда будете видеть, если кто-то совместно с вами работает в этом проекте. Удобно. Блоки можно выделить и применить общие для всех действия. Например, скачать или запустить генерацию всего заново. А теперь самое интересное – стоимость. Я экономил, и не зря. На все действия я потратил около 700 кредитов. Можно для полной прозрачности установить отображение в долларах. Осталось еще много, но вспоминаем стоимость генерации видео модели Kling – 625 кредитов. Что по подпискам? Бесплатная 2000 кредитов на месяц. Если работать с видео, маловато. Если с изображениями, под конкретную задачу пойдет. Для каждодневной рутины мало. Платная подписка от $20 в месяц. Насколько это целесообразно, тут уж оценивайте свои потребности. Подведем итог. Субъективный, конечно же. Довольно большой выбор моделей, очень удобная история с цепочкой действий и, конечно, интересный визуальный дизайн. Минусы. 2000 бесплатных кредитов на месяц. Для работы с видео это все-таки маловато. Но с другой стороны, получить 19 нейронок по цене подписки одной – тоже неплохой вариант. На этом все. Пожалуй, в современном мире самое главное – оставаться людьми. Во всех смыслах. Александр Рыбаков, Теплица социальных технологий.